Друзья, приветствую вас, утренний обзор. Давайте рассмотрим, какие события происходят и что ждать сегодня с утра, какие движения на рынке по доллару, нефти, золоту и другим ключевым активам. Давайте начнем с календаря событий. Сегодня много событий, которые существенно повлияют на рынок. Во-первых, в 11:30 индекс деловой активности в строительстве Германии. Но здесь, я так предполагаю, выйдет достаточно положительное значение, потому что рынок недвижимости Германии в настоящее время это драйвер рынка недвижимости Европы. Далее ежемесячный отчет ЕЦБ. Вот здесь по этим данным есть определенные вопросы, и пока не до конца ясно, как вот эта статистика 11:30-12 повлияет на движение евро-доллар. Сейчас мы на графике посмотрим и попытаемся понять, куда подует ветер. Так, далее заседание ОПЕК. Здесь должны дать какое-то конечное резюме с учетом текущих цен на нефть. Возможно, либо договорятся в ближайшее время встретиться и снизить сокращение, либо, может быть, кому-то дадут поблажку сегодня какой-то из стране. Ну, потому что, как бы, с моей точки зрения, сейчас всем начинать уменьшать снижение добычи, это достаточно адвантажно, оно может привести к тому, что нефть уйдет резко вниз. Так, ну далее 13:00 объем розничных продаж еврозоны, безработица еврозона. Ну, скажем так, это достаточно существенная статистика, но вот эти данные, которые в 11:30-12, они более определяющие, с моей точки зрения. Так, ну и 16:30 число первичных заявок на получение пособий по безработице. Вот здесь, я полагаю, будет какой-то сюрприз. Вчера были негативные данные по рынку труда, и, соответственно, здесь по логике вещей должны выйти данные, которые будут больше прогноза и, соответственно, негативно повлияют на рынок. Но здесь есть определенный нюанс с учетом статистики, и поэтому вчера всех напугали, а сегодня может получиться обратная ситуация, все хорошо. Вот. Но с учетом той тенденции, того тренда, который сейчас происходит на рынке, что инфляция растет, а рынок труда не растет, так как инфляция, здесь, в общем-то, вполне как бы могут быть негативные данные, и рынки могут продолжить корректироваться на 16:30. Так, ну и 8 часов выступления ФРС Пауэлла. Обычно Пауэлл всех успокаивает. Так, друзья, далее давайте графики. Китайский фондовый рынок. Китайский индекс сегодня ударился в поддержку сильную 5300, но он ее не пробил. Он ее поколол и вернулся выше. Но несмотря на то, что здесь тенденция на рост не получила развития, в целом я считаю это достаточно положительный момент, поскольку ключевой уровень не пробит, он только поколот. И здесь у нас фактически двойное дно, которое может его здесь держать или даже наоборот попытаться отскочить. Цель отскока это движение 5750. Вот, но опять же здесь вопрос, будет или не будет вот это пробитие и закрепление под сильным уровнем. Если такое произойдет, то весьма вероятно следующий цикл движения, 5000, я думаю, вполне может сходить, если здесь мы не удержимся. Но есть и положительный момент, который указывает на то, что действительно здесь может произойти вполне отскок. Это данные по Baltic Dry. На прошлой неделе была нисходящая тенденция, которая вела прямо-таки его в район сначала 1400, потом 1250, но потом тренд переломился и сейчас пошел рост. Если растет морской фрахт, это значит, что не все так плохо с мировой экономикой. Но опять же, если он растет умеренно, если он задирается до бешеных значений, как в 2008 году, это приближает значительную инфляцию и обвал. Так, друзья, далее американский индекс S&P 500, SFD на фьючерс, дневной таймфрейм. И здесь у нас 3820-3830 уровень пробит. После этого полагается сделать движение хотя бы на 3720, вот куда-то сюда, вот в этот диапазон. Вот. Но что мы здесь видим? Здесь по сути формируется двойное дно, и это двойное дно, оно может котировки заставить отскочить. В целом картина по Baltic Dry указывает на то, что нет такого ужас-ужас с мировой экономикой, как год назад. И поэтому здесь
вполне как бы есть определенный шанс на то, что даже несмотря на пробитие вот этого сильного уровня, отсюда произойдет отскок и попытка движения на 3900. Вот. Но если сейчас пойдет добитие и, соответственно, закрепление будет в районе 3780-3770, то вполне вероятно завтра или в понедельник мы увидим движение куда-то вот сюда. Опять же, сегодня в 8 выступает Пауэлл, и от его выступления зависит 8 по Москве, как будут развиваться события здесь. Вполне может быть, что Пауэлл всех успокоит, но по крайней мере по тому же Балтик Драю не прослеживаются никакие штормовые тенденции на текущий момент. И мы отсюда отскочим, пойдем консолидироваться в районе 3880. Ну и переходя на часовой таймфрейм по S&P, мы видим, что он пытается развернуться в ожидании речи Пауэлла. И, соответственно, здесь у нас на сегодняшний день новый уровень обозначился 3780. И здесь прям таки напрашивается задерг с целью 3850, вот куда-то сюда. Опять же, обращаю внимание, здесь сильный уровень 3820 пробит. И вот это движение, оно в любой момент может перейти в штопор. Так, друзья, далее индекс доллара. Ну, смотрите, здесь пошло вот это движение вчера. Сегодня он уже пытается остыть. Вот сейчас на текущий момент есть уровень 91,2. Если этот уровень сегодня не будет пробит, то в этой ситуации мы откатываемся и возвращаемся в консолидацию 90,7, 91. Вот сюда, вот в этот диапазон по дневному таймфрейму. Обращаю внимание, на часовике, на 4-часовике консолидация может быть немножко другой. Так, вот часовой таймфрейм по индексу доллара. Здесь вполне как бы четкий тренд наметился. И цель этого тренда — это движение на 90,73. Вот сюда вот. В каком случае сегодня мы это движение не получим? Мы его не получим, если сейчас здесь возникнет разворот и пробой 91,15. Обращаю внимание, по дневке уровень 91,2. То есть здесь он чуточку находится пониже. Вот. И поэтому пробитие этого уровня, оно может вызвать движение в район 91,35 внутри дня, но потом коррекционный откат и возврат вот сюда, вот в эту проторговку. Если будет закрытие сегодня выше 91,2, то это будет указывать на то, что возможно мы пойдем уже в пятницу выше и тестировать 91,5. Так, друзья, далее VIX. Это часовой таймфрейм, сейчас дневочку откроем. Так, ну вот дневка только за 3 марта, часовик почему-то на 4 марта показывает. Ну смотрите, здесь на самом деле, конечно, не очень хорошо то, что закрытие было выше 26-26,5, точнее даже диапазон 25,5-26,5. Вот текущее закрытие, оно указывает, что как бы, ну, рынки могут пойти ниже, а VIX пойти и выше. На текущий момент, если у нас сегодня, ну, наверное, где-то до 3-4 дня не пойдет откат с целью 24,5-24, то весьма вероятно, что отсюда мы пойдем выше. Ну, первая цель движения здесь 27,5-28, вот сюда вот. И, соответственно, либо на данных по безработице США, либо на речи Пауэлла вполне может возникнуть движение, которое переломит ту тенденцию, которая здесь разовьется. Правда, с моей точки зрения, по данные по безработице, скорее всего, будут хуже ожиданий. Вот, и поэтому здесь может вполне быть краткосрочное движение с целью 31 сходить и потом откатиться. Но ключевое событие — это выступление Пауэлла. Оно либо окончательно разовьет движение наверх по ВИКСу, и, соответственно, рынки полетят в штопор, или же мы от текущего значения, либо, может быть, после какого-то движения сюда и сюда откатимся на 24-24,5. На текущий момент, на сегодня по ВИКСу негативный сигнал по рынку. Так, друзья, далее нефть Brent, часовой таймфрейм. На текущий момент здесь на часовике двойная вершина. Если сейчас пойдет пробой 64,25, то в этой ситуации мы уходим на 63,92, вот сюда, вот в эту область. И если мы отсюда уходим в эту область, мы имеем здесь де-факто двойную вершину. И эта двойная вершина закрывается движением на 63,2, 63,05, вот сюда, в эту область. Вот. Но на самом деле здесь ситуация следующая. Пока нет пробоя 63, 62,5 устойчивого пробоя,
все вот эти движения будут выкупать. Но на текущий момент, если будет пробой вот этого диапазончика, мы все-таки вместо консолидации в диапазоне 64,2, 64,8 спустимся немножко пониже, куда-то вот сюда. Я ожидаю, что по нефти мы либо останемся вот в этом диапазоне, либо, может быть, будет коротенький задерг на 63,5. То есть полностью вот этот цикл движения, который связан с двойной вершиной, наверное, его не реализует. Вот. Но посмотрим ближе к обеду, как будут развиваться события. Если ВИКС начнет шалить, то нефть могут погнать, тестировать 62,5, 62,35. Вот сюда, в эту область. Так, друзья, далее золото. Золото сформировало новую бронеплиту в районе 1705-1706. Если мы не получаем повторный пробой сейчас в результате этого движения, часовой таймфрейм, то мы удерживаемся в этой консолидации, и, соответственно, золото будет пытаться пробить вот этот уровень 1720, и в случае его успешного пробоя на объеме мы получаем движение, цель которого 1731. Если здесь сегодня будет пробой уровня 1705-1704 вот этого диапазона, то оно пойдет тестировать 1694, вот сюда вот. И пробой 1694 опрокинет золото, и уже оно будет идти существенно ниже. Так, друзья, далее серебро. Ну, смотрите, у серебра, конечно, не очень хорошо пробили 26,2, но с другой стороны, вот более низкий уровень, более сильный, который 25,85, 25,95, он пока падение сдержал. Если не будет повторного пробития вот этого нового минимума, то есть движение ниже 25,8, то вот это все, это консолидация, набор позиций и еще какое-то время проторговки в этом диапазоне 26,33, 26, 25,85 приведет к отскоку. Цель этого отскока 26,85, вот сюда вот. Так, друзья, далее рубль-доллар, USD Tomorrow, дневной таймфрейм. Заперты мы вот в этом диапазоне 73, 65, 74,1. Вчера был укол на 73,5, но видите, здесь пока рубль-доллар не закрепился. Сейчас на открытие пошло движение. Цель этого движения потестить вот этот диапазон 73,65, 73,63. Вот. Без существенного роста нефти и позитива диапазон этот, скорее всего, послужит точкой для отбоя, и движение отсюда разовьется. Цель его будет тестирование 74,1. Переходим с часовика на 15-минутку. По 15-минутке здесь сейчас произошел разворот, и на текущий момент отсюда развивается движение. Цель этого движения 74,05, 74,1. Это движение будет сломлено, если сейчас возникает импульс движения наверх, пробой 73-72, то в этой ситуации, вероятно, мы увидим движение на 73,6. Но сами видите, какой сейчас внешний фон. Наиболее вероятно, что сейчас отсюда разовьется тестирование сначала 74,05, потом 74,1. Вот здесь по факту пробоя следующая цель движения это 74,5. Вот, пока наиболее вероятно движение сюда, потом посмотрим. Так, друзья, далее евро-рубль Tomorrow. Вот у нас в тисках таких находится дневной таймфрейм. Вот, соответственно, никак вот этот уровень не пробивается. И как мы с вами видим, основные движения, они вот в этом диапазоне совершаются колебательно. Так, ну и здесь ситуация схожа с рубль-доллар. Разворотная формация, у нее цель движения находится 89,18, вот сюда вот. Если здесь закрепляется, следующая цель это 89,32. Вот сюда, на это значение. Соответственно, этот сценарий сейчас не срабатывает, если идет откат и пробой 88,91. В этой ситуации мы уходим тестировать сильный уровень 88,80. Пока такой сценарий мне видится маловероятным, скорее всего отсюда пойдет движение сначала сюда, потом сюда. Далее посмотрим, как будут развиваться события. Так, друзья, далее евро-доллар, 4-часовой таймфрейм. Но вот смотрите, здесь ситуация сейчас развивается достаточно благоприятно для евро. Вот у нас сформировался локальный уровень, это 1,2040, 1,2036, вот этот диапазон. Соответственно, если этот диапазон в результате коррекционного отката не пробивается, то у нас на сегодня по евро цель движения 1,2089.
вот сюда, вот к этому значению. Если здесь будет пробой, то мы улетаем на 1,1990. Глобально я считаю евро слаб, потому что был пробит уровень 1,20 уже неоднократно. Вот. Но сейчас локально технически картина указывает на то, что вероятен отскок. Опять же, пробой вот этого диапазона уводит евро вот сюда вот. Друзья, ну в общем-то все, основные инструменты. Акции ММВБ постараюсь рассмотреть чуть попозже. Спасибо за внимание, до свидания.